Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы вдвоем с Серегой приехали на залив. Будем бросать магнит, будем ходить с прибором по пляжу. Мы находимся где-то в нескольких километрах от замка Больга. Будем ходить по заливу. Мы в самом сердце Хайлигенбальского котла. Это конец Великой Отечественной войны, 45-й год. Отступление вражеских сил и огромная концентрация как военных, так и гражданского населения в этих местах. Серега с нами сегодня. Сергей, как настроение, скажите? Очень нравится место, очень душевно и прохладно. И колоритно, да, самое главное? Замечательно. Посмотрите, воды залива. Красота. Шум прибоя и крики чаек. Из раза в раз, когда я оказываюсь в этом месте, мною овладевают двойственные чувства. С одной стороны, поражает мистическая красота здешней природы. Вот этот дух, ветер, свободы, доносящийся с акватории залива. А с другой стороны, охватывает ужас, вспоминая истории о происходящем здесь много-много лет назад. Да, это кость. Тем не менее, это неизбежная часть истории нашего края. Валера, профессор, рассказывал, что когда он служил в армии, не помню уже, в 70-е или 80-е годы, когда они сюда после шторма приезжали, тут было очень много черепов и костей. Гиблые здесь места, друзья. Магнит у нас 400 килограмм, двухсторонний, ребят. Магнит мощный. Веревка тоже дюжи мощная. Сейчас все снарядим. И оператор магнита Сергей будет прибрежную зону контролировать. Я думаю, находки будут. По воспоминаниям командира 240-й дивизии Георгия Васильевича Зимина, весь залив был забит небольшими судами, баржами, катерами, грибными лодками, плотами, сбитыми из бревен, сорванных дверей, бочек и всякого другого материала, способного держаться на плаву. Казалось, какой-то шквал вымел все это с прибрежной полосы на воду. Плавсредств было так много, что с первого взгляда трудно было определить, движутся ли они в определенном направлении или просто болтаются на поверхности акватории. Чё там, улов? Опять тележный. Обозы здесь потоплены. Вот такая. Приступить к ликвидации котла решили 13 марта 1945 года. В командовании Третьим Белорусским фронтом, судя по всему, в приметы не верили. Наступление началось с мощнейшей артподготовки и налетов штурмовой авиации. Выжившие немцы потом признавались, что ощущали себя в кромешном аду, зарывшись в землю, которую засыпало сталью и фосфором. Хожу вдоль берега. Планка от карабина Маузер. Латунная. Сюда вот вставлялись петросы. Сама латунька на металл можно забрать. Там даже вон что-то буковки какие-то есть.
За 3 недели яростных боев немцы потеряли в Хайлигенбальском котле 93 тысячи человек, только убитыми. 46 тысяч солдат и офицеров вермахта оказались в плену. Есть интересная находка. Смотрите. Слоник. Элефант. Прикольный какой. Это старый стопудово. Пойдемте мыть его. Посмотрите, какая. Блин. Не ждал, не гадал. Вау. Посмотрите, какой малыш, ребят. Да это просто чудо. Ой, какой красивый Посмотри. слоник. Блин, ты посмотри. Кто бы мог подумать, Серег, что он тут будет. Целенький. Целенький, да. Старый, стопудня. Красавчик. Зачет. Ну вот, уже какой-то малыш симпатичный. Ребят, под камнем был сигнал, и смотрите, похоже на жетон. Начал я его чистить, вон какие-то буквы проступают, но это жетон был 100%, потому что вот отверстие раз, вот тут отверстие 2. Попробую сейчас почистить, посмотрим, что на нем там будет. Алюминиевый, конечно, он сгнил уже. Если хоть какие-то буквы появятся, посмотрим. Нифига не разберу, что там, короче. Может быть, там чушпан написано. Как всегда, жетоны с приколом. Но, блин, не мог же он так за такой короткий период прийти в такое негодное состояние. Ну вот видите, отверстие. Раз, видно. И здесь второе. Интересно, конечно. Ну, сгнил почти полностью. Противогазовые дела, ребят, цветные. Короче, всяческая фурнитура попадается. Ну, слоненок радует, конечно, радует. Серега трудится, а я напал на янтареносный выброс. Смотрите, вот они, камешки, вот он янтарик, вот они, красота. Увлекательное это дело, друзья, как начнешь собирать и не остановиться. Прям вообще заманивает сие занятие. Посмотрите, ребят, какой борт. Это явно с какого-то понтона или с баржи. В основном возле берега, да, все? О, батюшки мои, креветка. Еще живая. Дергается еще, да? Вибрирует. Это завезли откуда-то с этого, с зарубежки. Хорошая. Без крючка, это такая лояльная просто рыба, чтоб сосала, не накалывалась даже. Ошалеть. Продолжаем исследовать пляж. Вот. Много железа всякого. А это похоже на наушник. Ну да.
Самый настоящий. О, пряжечка ременная. Ну, хоть какие-то находки есть, уже хорошо. Серега, короче, прицепился, замагнитился к железке. Прямоугольная, да, Серег? Как крыло от машины. От грузовой. Похоже на крыло от машины. Ну, не мудрено. Техники здесь много погибло. А у меня вон под ногами находка. Смотрите. Очки. Кто-то потерял. Поляризационные, наверное. Полярики такие. Вон, иди, Серег, еще сними. Странно, но на сегодня первая кительная пуговица. Вот она, Фельдграу. Пожалуйста. Фурнитура, ребят. Das ist фурнитура. Интересный камень, ребят. Как будто с пришельцами как-то связан. Даже он и похож чуть-чуть. Смотрите, видите, отверстие. Что бы ему быть? А вот что бы ему быть вообще? Смотрите, два уха. Ну чисто пришелец, одноглаз какой-то. Противогазная фурнитура, опять же. Ну что, очередной сигнал в воде у меня был, ребят. И посмотрите. Табличка на алюминиевом листе. Вроде буквы немецкие. Вот в конце я вижу F, I, если не ошибаюсь. Может, что-то по-немецки было. Да не может, а скорее всего. Петля. Дальше черный сигнал. Вот такой крюк. Ну это явно от телеги, наверное. От обоза от какого-нибудь часть. Вон они, тележные вот эти крюки всякие. Нам нужен цветняк. Что-то дозабилось промеж камешков. Какая-то странная находка. Я Сереге говорю, может это мундштук какой-нибудь. Сам Гендальф во времена крестоносцев потерял здесь. Странная, короче. Сквозная, судя по всему. Что за деталька такая? Ребят, ну что, пару часов мы побродили с Сергеем. Цветнина всякая лезет, в принципе, если поглубже в воду заходить. Может, что и можно вытащить. Больше всего порадовал вот этот вот персонаж. Вот тут у него чуть-чуть свищевание небольшое, но это не страшно. Сам факт находки, да такой милой, это вообще просто изумительно. Все у него, и хвост на месте, и все остальное.
Даже бивни у него есть. Это мамонт, наверное, целый. Янтарик по мелочи. Всякие пуговки. Фурнитурки. Электрика. Наушники. Противогазы. Вот это вот непонятно. Там и не прочитаешь, что там на нем набито. Может и фальшивый какой-нибудь. Этого мы уже не узнаем. Вот так вот походили мы. И что скажете? Очень понравилось. Прекрасное место. Огромный потенциал. Интересно, да? Да. И погода такая шикарная вообще. Все сложилось как нужно. Ну что, друзья, будем собираться и отправляться. Всем большое спасибо за просмотр. Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения. Ждите следующих выпусков. Обязательно пишите ваши комментарии. Ставьте палец вверх. Всем пока.